如今本王已是斗圣，以后遇到麻烦，用不着你再来逞强护着我了。是，彩灵女王天下无敌。 Классная серия. Сяо Янь отделал Хунь Мишена. Битва была очень интересной. Сколько лотосов он отправил в главу зала душ? Сотни. Кажется, такого дождя лотосов ярости Будды мы еще не видели. Вот что значит маленькая Юи, дух огня. Ей даже потомок пламени пустоты не страшен. Это безоговорочная победа и Сяо Яня, и всего Альянса. Это победа? Жаль только, Сяо Янь уничтожил физическое тело Хунь Мишена, но его душа осталась жива. А в новом трейлере Сяо Янь вместе с Сяо Исянь и Цин Линь отправились в клан 9 глубинных питонов. Сяо Янь, конечно же, не потерпит издевательств над своей женой Цай Линь и сразу же вступает в бой, жестоко избивая Хуан Тяня. Цай Линь также наконец выходит из уединения, победив Хуан Тяня одним ударом. Ее образ в белом одеянии просто потрясающий. Однако появление королевы Медузы стало для Сяо Яня огромным сюрпризом. Ее сила была настолько велика, что даже превосходила его собственную. Она отбросила главу Хуан Тяня и тяжело ранила его. Теперь Сяо Янь и Цай Линь будут сражаться вместе как пара, что еще больше осложнит положение Хуан Тяня. Да, сила Цай Линь не только возросла, достигнув ранней стадии 4-звездочного святого Доушен, но она также получила новый облик святого, который выглядит не менее впечатляюще, чем модель Гусюнер. Дизайн королевы Медузы поистине потрясающий. Даже просто глядя на ее спину, ее белое платье невероятное. Видя Яомина, всего в ранах и крови, смотрящего на Цай Линь и Сяо Яня, он понял, что выиграл в этом пари. Что это значит? Многие старейшины предпочли отдать Цай Линь, чтобы спасти клан. Но Яомин выбрал борьбу, защищая королеву Медузу ради Сяо Яня. Хотя клан 9 глубинных питонов понес некоторые потери, а сам Яомин получил серьезные ранения, он был в плюсе. Его самоотверженная защита вызвала огромную благодарность у Сяо Яня и Цай Линь. Основываясь исключительно на этой благодарности, статус клана питонов резко возрастет, по мере того, как Сяо Янь будет становиться сильнее. Конечно, они не превзойдут древнего дракона пустоты, но они избавятся от 3-го места и заменят клан Небесного Феникса в качестве 2-го по величине волшебного зверя. Но поскольку в 50-минутном ролике мы все подробно рассмотрели и всю арку Фениксов, то сегодня поговорим на другие интересные темы. А именно мы рассмотрим такие вопросы. Первое. Куда делись техники совершенствования клана Сяо? Когда клан Хунь уничтожил клан Сяо? Ведь в некогда могучем клане были мощные техники, но в нынешнем роде Сяо их вообще нет. Второе. Почему Хунь Тяньди не наказал Хунь Мишен за то, что тот не получил пламя очищающего лотоса? Третье. 2 пилюли 9-го ранга. Почему же предок башни пилюль, 6-звездочный святой, а пилюля, созданная Сяо Янем, не может принимать человеческую форму? Четвертый. 2 совершенно разных пламени высшего уровня. Почему же пламя очищающего лотоса такое чудовищное? Пламя пожирания пустоты проиграло именно из-за этого? И пятый. Почему Сяо И смогла поглотить потомка пламени пожирания пустоты? Так что не закрывайте видео, вас ждет много интересного. Итак, вопрос номер 2. Хунь Мишен получил приказ захватить небесное пламя из пространства, но он не только вернулся с пустыми руками, но и сейчас его физическое тело было уничтожено, оставив лишь крошечный кусочек души, который в жалком состоянии вернулся в клан Хунь. Он также потерял большое количество своих людей. Согласно строгим внутренним правилам клана Хунь, такая катастрофическая неудача в важной миссии должна была повлечь за собой суровое наказание или даже казнь. Однако, когда Хунь Мишен вернулся, чтобы признать вину, Хунь Тяньди не только не наказал его, но и защитил, даже используя свою собственную силу. Причина этого во 2-м по рангу пламени пожирания пустоты. Хунь Мишен изначально был прямым доверенным экспертом, которого собственноручно создало пламя пожирания пустоты. Эти двое уже давно были тесно связаны между собой. Согласно оригиналу, этот потомок пламени был ранее у Хунь Мишена, а не передан сейчас для этой битвы. Будучи главой зала душ, Хунь Мишен все это время носил в своем теле особое дочернее пламя, отделенное от пламени пожирающего пустоту.
Именно это пламя даровало ему невероятную силу поглощения и высочайший уровень духовной силы, а также являлось его главной опорой, позволявшей многие годы удерживать контроль над залом душ. Само пламя пожирания пустоты было скрытым козырем клана Хунь и обладало ужасающей силой, почти достигшей уровня 9-звездного святого. Кроме того, если смотреть на причины провала самой миссии, то это поражение изначально не было связано с халатностью Хунь Мишена, поэтому и оснований для наказания у него фактически не существовало. Пламя очищающего лотоса было запечатано множеством ограничений, оставленных древним святым, а также обладало собственными защитными формациями, поэтому само по себе уже крайне тяжело поддавалось подчинению. Более того, внутри пространства произошли непредвиденные изменения. Внезапно появился предок клана Сяо, Сяо Чэнь, который вмешался в битву и, обладая силой намного превосходившей, полностью сокрушил Хунь Мишена, что и привело к столь тяжелому поражению. Хунь Тяньди прекрасно понимал, что борьба за пламя очищающего лотоса изначально была крайне рискованной авантюрой. Ни он сам, ни пламя пожирания пустоты не могли лично вмешаться, потому что любое их появление раскрыло бы скрытые козыри клана Хунь и привлекло бы совместное противодействие Гуюаня и остальных древних кланов. Поэтому они могли лишь отправить своих подчиненных. Хунь Мишен уже был лучшим кандидатом, которого клан Хунь мог отправить на это задание, а его поражение стало случайностью, а не следствием некомпетентности. Если смотреть на ситуацию с точки зрения еще более глубоких политических расчетов, Хунь Тяньди прекрасно понимал, что казнь Хунь Мишена лишь поставит клан Хунь в отчаянное положение с нехваткой боевой силы. После того, как Сяо Янь починил пламя очищения, его мощь резко возросла, а влияние Альянса стремительно усилилось. Он уже стал крупнейшим препятствием на пути клана Хунь к объединению континента. В такой ситуации клану Хунь срочно требовались высокоуровневые святые для противостояния внешним врагам. Будучи высшим членом зала душ, Хунь Мишен контролировал все тайные сети разведки и многолетние планы клана Хунь, разбросанные по всему континенту. Если бы его казнили, вся система зала душ мгновенно начала бы рушиться, а тысячелетняя работа по проникновению и скрытому влиянию оказалась бы уничтожена. Напротив, используя силу происхождения пламени пожирания пустоты для восстановления и усиления Хунь Мишена, нужно было потратить лишь небольшую часть источника небесного пламени, чтобы быстро получить еще более сильного эксперта. А еще одна причина будет в моем телеграм-киномикс, так что переходите. Вопрос номер 1. Куда делись скрытые техники Сяо? Даже такая высшая секретная техника, как метаморфоза пламени, была создана именно ими. По логике вещей, столь могущественный клан должен был обладать огромным количеством техник и боевых навыков небесного уровня, а не полагаться на одну технику уровня Сюань, что продемонстрировал Сяо Джань. Причины? Прежде всего, внезапная атака клана Хунь, уничтожившая клан Сяо. Судя по тому, как позже был уничтожен клан Яо, методы клана Хунь были крайне жестокими и безжалостными. Тогда Сяо Сюань ради сохранения последних членов своего клана был вынужден в спешке отправлять людей на спасение. В такой ситуации уже не оставалось времени на перенос техник и боевых навыков из сокровищницы. Сам факт того, что родословная семьи Сяо не исчезла полностью, уже можно было считать чудом среди катастрофы. После захвата территории клана Сяо, клан Хунь естественно забрал все, что только можно было унести. Техники культивации, боевые навыки, пилюли и прочие сокровища клана Сяо. Все это было конфисковано, чтобы восполнить потери клана Хунь. Не стоит думать, будто клан Хунь был настолько силен, что не нуждался в этих ресурсах. Техники и боевые навыки небесного уровня на континенте Доуци всегда считались невероятно ценными, и клан Хунь никогда бы не отказался от такого богатства. Но кроме клана Хунь существовал еще один скрытый победитель, который также получил выгоду – клан Гу. Тогда клан Гу наблюдал со стороны, ожидая, пока клан Сяо и Хунь ослабят друг друга. Перед своей попыткой прорваться в сферу Доуди, Сяо Сюань попросил главу клана Гу, Гуюаня, позаботиться о выживших членах клана Сяо. И если задуматься, Гуюань, как лидер великого клана, вряд ли стал бы помогать бесплатно. Поэтому весьма вероятно, что Сяо Сюань передал клану Гу часть важнейших сокровищ клана Сяо в качестве платы за защиту своих потомков. Если бы он успешно прорвался в сферу Доуди, то позже смог бы вернуть все обратно. А в случае провала эти сокровища хотя бы становились гарантией безопасности для его клана. Некоторые могут спросить, даже если все это было утрачено, почему семья Сяо не оставила себе хотя бы часть сильных техник? На самом деле все было не в нежелании, а в страхе. После падения клана Сяо, семья Сяо утратила поддержку родословной Доуди.
Ее потомки почти не отличались от обычных людей. Если бы они продолжали открыто использовать высшие техники и боевые навыки клана Сяо, это было бы равносильно объявлению всему миру: у нас остались сокровища, приходите и забирайте. И прежние враги, и силы, желавшие получить наследие клана Сяо, наверняка начали бы уничтожать семью Сяо до последнего человека. В такой ситуации речь шла уже не о продолжении рода, а вообще о выживании. Поэтому оставшаяся у семьи Сяо техника уровня Сюань была не просто символом упадка, а вынужденной мерой ради выживания клана. Они предпочли тихо, незаметно существовать в таком маленьком месте, как город Вутан, лишь бы снова не навлечь на себя катастрофу из-за ценных сокровищ. К счастью, позже появился Сяо Янь, и именно он подарил семье Сяо надежду на возрождение. Все прошлые унижения, терпение, скрытность в итоге обрели смысл. Вопрос 4. 2 пламени высшего уровня. Почему же пламя очищающего лотоса такое чудовищное? Пламя пожирания пустоты проиграло именно из-за этого? В мире, расколотой битвой Синева Небес, все небесные огни из первой десятки рейтинга являются существами, способными уничтожать небеса и землю. Особенно это касается демонического пламени лотоса, занимающего 3-е место, и пламени пожирающего пустоту, стоящего на 2-м месте. Их силы не только близки друг к другу, но и способности в чем-то похожи. Одно очищает все сущее, другое поглощает все сущее. Но почему среди фанатов очищающее пламя считается настоящим чудовищем, тогда как пламени пожирающему пустоту будто всегда чего-то не хватает? Пламя, пожирающее пустоту, это воплощение абсолютной силы и пустоты. Прежде всего стоит признать, пламя, пожирающее пустоту, действительно является символом разрушительной мощи. Как 2-е небесное пламя в рейтинге, после того, как его подчинил Хунь Тяньди, оно стало главным скрытым козырем клана Хунь. Его основная способность – поглощение. Оно способно поглощать все материальное – доуци, волшебных зверей и даже другие виды пламени. Все, что попадает в его область действия, практически не имеет шанса выбраться обратно. Его стиль боя предельно жестокий и прямолинейный. В оригинале оно даже смогло поглотить огненный лотос Сяо Яня. Такая защита и контратака выглядят почти ненормально сильными. Но именно здесь и кроется главная проблема. Несмотря на огромную мощь, пламя пожирания пустоты больше похоже на исполнителя. Почти все его яркие моменты напрямую связаны с управлением Хунь Тяньди. Ему не хватает собственной харизмы, независимого характера и хитрого боевого мышления. В сражениях оно чаще выступает как беспощадная машина уничтожения. Оно сокрушает все на своем пути, но почти не использует сложные схемы или разнообразные методы. Проще говоря, пламя, пожирающее пустоту, это идеальное копье, но оно полностью зависит от хозяина. Хозяин силен, и оно становится сильным. Хозяин ослабнет, и его влияние тоже падает. Именно эта зависимость делает его менее впечатляющим с точки зрения сюжета. Теперь посмотрим на демоническое пламя очищающего лотоса, занимающее 3-е место в рейтинге. Хотя формально оно стоит ниже пламени пожирающего пустоту, его популярность и реальные достижения в истории полностью затмевают 2-е место. Его способность – очищение всего сущего. Даже душа может быть очищена им до полного исчезновения. Но самое страшное заключается в том, что оно обладает чрезвычайно выдающимся разумом. Оно даже смогло принять человеческую форму, связанную с образом святого чистого лотоса, и создать собственное влияние. Стиль его боя коварен и непредсказуем. Оно не только сражается, но и способно контролировать поле битвы, создавать ловушки и использовать такие техники, как небесный туман кошмаров, превращая огромную территорию в собственные охотничьи угодья. Самое ужасающее в демоническом пламени чистого лотоса – его независимость. Ему не нужен хозяин, оно само является владыкой. В оригинале оно даже смогло заточить Сяо Яня и остальных внутри пространства демонического пламени. Если бы в теле Сяо Яня не находился остаток души святого, его, вероятно, давно бы поглотило само пламя. Такое чувство давления, когда добыча внезапно становится жертвой, пламя, пожирающее пустоту, никогда не вызывало. Почему же люди больше боятся демонического пламени очищающего лотоса? Потому что в мире доуци хитрость и интеллект зачастую страшнее грубой силы. Пламя, пожирающее пустоту, хоть и невероятно мощное,
все же напоминает оружие без ножен. Если суметь выдержать его прямой натиск, то других методов у него почти нет. А демоническое пламя очищающего лотоса словно ядовитая змея, умеющая строить планы. Оно использует окружающую среду, человеческие слабости и даже недостатки противников, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Именно поэтому разница между ними ощущается настолько большой, хотя оба входят в тройку сильнейших небесных огней. Настоящий сильнейший – это не только тот, кто обладает силой уничтожать миры, но и тот, кто способен контролировать всю ситуацию. А что вы думаете об этом? Что касается остальных вопросов, ролик и так получился большой, рассмотрим их позже. Поставьте побольше лайков, чтобы вышло продолжение. А также напишите, нравятся ли вам такие подробные разборы определенного вопроса, или больше нравятся обычные истории самого сюжета без объяснений. Подписывайтесь на канал и всем пока!